Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье. Не так много у нас сегодня новых предметов, примерно где-то пополаме, но тем не менее они есть. Какие из них новенькие, какие нет, вы идите, смотрите на крупный план, я начинаю подготовку. Сегодня на обзоре будет Т-образный станок от компании Velong, сделанный по классической схеме трехсоставной. Поставляется вот такой упаковке. С обратной стороны на бумажке сможем увидеть, что модель называется 10000R. Простенькая, внутри все мягенькое, как собственно и сам станок. Общим весом 54 грамма, несмотря на его такой солидный вид, достаточно не тяжелый. Но как только вы возьмете в руки, вы поймете, что весь вес у станка уходит в ручку, потому что верхняя часть, то есть нижняя плита и верхняя плита, они достаточно такие тоненькие. Ну и по всем вот этим вот обводам, обвесам, видам, ну, жилет-тех, ребят, жилет-тех, самый натуральный. Нижняя плита, несмотря на то, что легкая, но она достаточно прочная, руками вы ее не свернете. Было у меня один раз на канале, что то, что покупалось здесь в России, тоже китайского производства, как бумага сворачивалась, все, это не из той серии, нет. Верхняя плита тоже легкая, скорее всего, это литье, ну, не штамповка точно, литье, но вот эти вот штифты, которые будут фиксировать наше лезвие, выполнены как и у жилета. Красиво, симпатично. Ручка, да, нормально функциональная, тут ничего такого, знаете, вот не скажешь, и так, ну, тоже нет. То есть вот средненькая ручка какая-то, на попке нет зацепа, то есть где-то подвешивать вы его не сможете. По весу она вполне приличная, я думаю, что от всей массы станка она грамм на 40-45 вытягивает. Насечка, которая поможет вам держать. Резьба, ну, да, не нержавейка, но, по крайней мере, все металлическое. Лезвие. Поставим сегодня, ребята, жилет Blue Blade, китайский вариант, который появился на канале благодаря Геннадию из Эстонии. В прошлый раз, когда я его показывал опять же на китайском станке Нояки, но был кусучий такой, прям там он там пару коцок-то понаставлял. Почему это лезвие? Мне оно показалось комфортно острым. А очень сильная подозра, что станочек сегодня вот этот будет мягкий. И вот поэтому хочу и попробовать. Ну, на всякий случай, вдруг что-то пойдет не так, я просчитался, на подстраховку возьму РПЛ, Rapira Platinum Lux. В любом случае, без бритья не останемся. Что же мы имеем? Несмотря на то, что по внутренним показателям, обводам можно заподозрить в прародителях жилет-теха, а вот в профиль на жилет-тех-то не тянет. Посмотрите, какая крышка пологая. Хотя нижняя плита что-то намякивает, но тем не менее. Вылет равномерный. Никаких отклонений я не увидел. Что будет в бритье, посмотрим совсем скоро. Мыло на обзоре сегодня будет Lee Shaving Soap Refill комплект серии Classic от испанской компании, которая появилась так же, как и станок, благодаря Дмитрию Дроздову. Дмитрий Дроздов предлагает всем пробники и мыл, и автошейвов, и бальзамов. Всем, кому это интересно, ссылка на его страницу ВК будет в описании под видео. Lee. Ну, коробка, ребята, с одной стороны простая, с другой стороны замороченная. Вот по тем переводам, которые здесь вот есть, я уже понимаю, что эта продукция рассылается во многие страны Евросоюза, в Америку тоже в том числе. Потому что у них там какой-то свой закон, который говорит о том, что если ты поставляешь свою продукцию, должен быть перевод на местный язык. Вот они вот это вот и делают. Это с запахами сандала. Ребята, Ли — это одна из тех компаний, которые умеют работать с ароматикой. Если они делают какой-то аромат, как правило, это аромат удачный. У этой компании я не могу назвать ни одного неудачного аромата. Очень вкусно и очень шикарно. Компания работает с 1823 года и обещает нам царство неземное, используя это мыло. Так ли это на самом деле, узнаем сейчас во время бритья, но я очень хочу, чтобы это мыло брило, потому что запах чумачечий. А так как у нас есть вот такая толбетка
что я решил сегодня показать вам один из прототипов чаши, который мы разрабатывали с Дмитрием Алиференко для канала. Вот один из этих прототипов выглядел вот так. По сути, ручка вам знакомая, для того, чтобы цеплять большим пальцем. Внутри вот эти вот хохоряшки, чтобы сбивать пену. Впрочем, можно сюда и толбетку положить, чем я сегодня не премину воспользоваться. И плюс ко всему, конечно же, вот этот вот язычок. Язычок для прука. Класть помазок. Вот для этих целей. Постарались его минимизировать, насколько это возможно. По сути, все получилось, все удалось. Но чашу зарубили. Не Дмитрий зарубил, я зарубил. Мне она показалась слишком такой какой-то, ну, чаша, что. Знаете, вот без какого-то хотя... Она выполнена в манере Дмитрия. Это обжиг свыше 1000 градусов, и поэтому вот, ну, качество звенит просто фужерное. Ну вот, сегодня вот так вот и попробуем поработать. Помазок. Это все кабанчики, в том числе вот метис, не совсем кабан, что у меня есть на канале. И среди вот этих вот помазков я сегодня выбрал Симош. Симош 820. Объясню почему. Когда-то давным-давно, первый у меня появился, по-моему, Симош 1305. Я от него кайфовал, ворковал и просто был счастлив, прям непомерно. Но со временем что-то я его подзабросил, а потом, когда снова вернулся к нему, смог подтвердить то, что говорили уже подписчики до меня о нем. Он стал хомячить пену. Не скажу, что это приятно, смертельного тоже ничего, но тем не менее факт остается фактом, он стал хомячить. Та же самая история коснулась и Волфикса 404-го, это метис, наполовину он кабан, наполовину барсук, у него двое папов с мамов. Недорогой, из той же практически серии, но блин, как же я от него балдел первые месяцы, и он у меня ходил в фаворитах, я столько дифирамбов ему спел. Даже он подстриг его, смотрите, маленечко чуть-чуть, ну, чтобы так лучше на лице сбивать. Но, к сожалению, и он стал хомячить со временем. Ну, история примерно та же самая. То есть ничего смертельного, но факт остается фактом. Все время приходилось подбирать. И печальное самое во всей этой истории, что сам факт, за счет чего нормальные, казалось бы, с виду приличные помазки начинают хомячить, никто толком-то и не может объяснить. Ни ваш покорный слуга, никто из подписчиков, никто сию тайну до сих пор не разгадал. Откуда это начинается? Откуда появляется эта бацилла, что приличные нормальные помазки начинают тупо хомячить? Вот такая вот, ребята, фигня. Поэтому эти два гардемарина уходят в сторону, остались вот эти два. На мой взгляд, на сегодняшний день это вот, скажем так, ну, золотая середина. Это тот кабан, те кабаны, на которых вполне себе можно опереться и которые подарят свой фан. Этот 198 1.2.0.98 от Омеги был совсем недавно на обзоре, поэтому по вполне себе понятным причинам выбираем его в сторону. Кстати, не хомячит нормально, как не хомячит и Симош 820. Почему я оговорился 620? Потому что это два, по сути, одинаковых помазка. Всего лишь, что в них разница по цене, ну, где-то в пределах евро. А так, в физическом выражении это заключается в том, что 820 это 820 длина узла 55 при диаметре 22, а у 620 на 5 миллиметров меньше. То есть длина узла 50. То есть вся длина у одного 100, у другого 95, при ручке 45. Вот такие вот, ребята, дела. Стоимость, ну, в районе 11-12 евро, вполне себе, но уже который раз я беру этот помазок в руки, я от него кайфую, балдю и просто, ну, в восторге. Как посоветовать для новичка, так вот это, наверное, вот первое вместе вот с этим, что я бы сказал: ребята, берите, не пожалеете. Вот сегодня с ним и поработаем. Благо чаша не глубокая, и он нам вполне себе позволит поработать и в чаше тоже. На закуску же у нас сегодня будет Prada Azur Lime Aftershave Balm. Бальзам, господи, бальм, не умеешь говорить по-английски, не берись. Так вот, вот эта сия прекрасная штука появилась на канале благодаря Денису Иванову, Санкт-Петербург. Он тут на днюху мне подарков понагнал. Вот это вот один из них в том числе. Первый из них вы посмотрели на прошлом обзоре. Тоже бальзамчик от неизвестной до этого для меня итальянской компании, за что ему огромное спасибо. Эта же штука у нас уже была. Вот такой пробничек он нам подогнал. У меня, по крайней мере, до сих пор хорошие впечатления от этого бальзама. Поэтому сегодня еще раз им и воспользуемся.
Ну, глядя вот на эту всю красоту, тут в принципе два очевидных решения. Первое, если толбетка лежит в чаше, то да, конечно, мы сможем набрать, но сбивать чашу у нас уже не получится. Тогда у нас загруженный помазок будет лежать все время здесь, а мы будем наводить пену на лице. А если, допустим, просто набрать в чаше, допустим, загрузить помазок, а потом таблетку убрать, то да, в этой чаше вполне себе можно будет сбить. Какой из этих вариантов выбрать? Да давайте второй, наверное, просто на лице буду наводить, да и все. А ты лежи здесь. Так, ну прежде чем у нас все это начнется, помазок уже замоченный. Намочу лицо. А теперь вот так вот. Хватит. Несмотря на то, что мыло твердое, замачивать его, наверное, не буду. Просто так, помазочком пройдусь, да и все. Ну, ароматика Ли мне всегда нравилась. Нравилось, молодцы, красавцы. То есть вот то, что они производят, это легкое, такое какое-то летнее, адриатическое, игривое, без каких-то тяжелых смол, тяжелых темных тонов. Это всегда какое-то бирюзово-светлое и искристо-блестящее, что-то вот такое вот. И оно никогда не грузит, оно всегда только радует. Вот так вот я этот запах воспринимаю, и он мне реально по кайфу. Пока у нас эта вся фигня работает в качестве пришейва, а мазочек, ну чё. Да, наверное, просто загрузим его, да и все. Так, в чаше. Там большие пупырки, они не предназначены для того, чтобы мыло держать. Ну, видите, да? Поэтому сделаем проще. Я его в руке загружу. Ага. Так, капает. А мы сейчас чашу плавания пустим. И пускай в чашу капает. Ух, как бодренько-то. Пока нравится. Пока нравится. И вот с моей колокольни, ну тут уже все готово. Мыло пока убираю в сторону. Ну тут сам собой напрашивается первый все-таки вариант. Попробовать сбить пену прямо в чаше. Несмотря на то, что руки полностью все вмыли, ну, держится нормально, потому что тут такой хват, что ну куда он денется? Да никуда. Так, хорошо распределили. Чаша невысокая, даже с невысоким помазком вполне себе можно все это сбивать. Так, воду всю выбрали, 10 капель. Ну вот и все. Вот, смотрите, усики у нас уже как бы готовы. От добра не ищут. Компрессы бриться. Вечные мои терки с расфокусировкой. Решил проще. Не стал выходить на мануал, а сделал мануал на автомате, но постарался сделать такую картинку, чтобы вот в центре картинки было только вот этот вот шнобель, ну в смысле лицо. И у него вариантов бы не оставалось куда-то наводиться еще. А как наводится автофокус, все мы с вами знаем. Он ориентируется на то, что больше всего заполняет экран. Процентовку я не помню совсем, но вот я старался сделать так, чтобы вот лицо как можно больше занимало. И вот в принципе стало получаться. Вот так вот это в чаше все. Блин. Вот так вот это все в чаше лежало. Вот. И поехали. Так, на старт у нас вот столько в чаше. Сколько будет в конце, посмотрим. Ароматика слегка разбавилась. Она уже не такая мощная, как она была с кусочком мыла. Но от этого она ничуть не хуже. Здесь какие-то полутона стали появляться. Помазок, как гаврош, как он верный товарищ, он просто работает и все. Он не жесткий, он не мягкий, он средний. Он и массирует с легонца, и кистью работает. Ну вот как-то так. Ну что, Вилонг 10 тысяч. Покажи, что могешь. В первых движениях могу сказать, что мой выбор этого лезвия для этого станка подтвердился вполне себе годно.
Промывается легко, моментально. Ручка удерживается тоже хорошо. Там и не насечка, там просто рисунок какой-то прилети изобразили. Но этого рисунка вполне себе достаточно, чтобы вы уверенно держали станок в руке и не отвлекали свое внимание на его удержание. Вообще нормально. Ну вот вам первый проход по двухдневной щетине после бритья клинковой. То есть, ну, нормально, да? Никаких там пятен, никаких там чего. Мочить не буду, сразу второй проход. С чаши не брал, того, что по мазке достаточно. Да, помазок работает во всех режимах. Второй. Нельзя не отметить, что еще не нашел геометрию на лице, куда бы этот станок не вписался. В принципе, он проходит везде нормально. Ну, ребят, вот сколько мыла осталось, и еще полный помазок. Я поэтому не буду в ее. Я просто прям вот так вот возьму. Ну что, выкидывать что ли? Вкусная сандальная. Разбазаривание, блин. Ну и заключительный третий. Ну вот здесь вот. Ну вот мои любимые места. Сейчас быстренько вот так вот тырк.
Мгм. Ты смотри, что-то выскочил. Ну вот, ребята, пожалуй, что и все. По скольжению умыла хорошее. Побрился. Ну, для мягкого станка как. Вот вообще, если в принципе у меня бы вот столько осталось, я бы сказал 4 с плюсом. 4. Ну, для мягкого тут можно даже 4,75 поставить. Для того, чтобы быть просто в ноль, надо еще вот эти места повыскабливать. Ну, здесь чуть-чуть эта фигня, это сам не дошел. Проблемное место, самое главное, выбрал. Все, автошейф. Эх, хорошо в стране советская жить. Та-та-та-та-та-та-та. Как там продолжение? Что-то я уже и слова забыл. Ну такая, знаете, мотивирующая песня. Типа, все хорошо, ура, ура, вперед, вперед. Ну, часть красноты, ребята, это не от станка, все-таки горячий компресс и то все. Ну, в общем и целом, вот такая вот картина маслом. Автошейф Azure Lime. Последний раз, когда я им пользовался, давно это было, он мне запомнился, как, знаете, что-то спокойно умиротворяющее. Ну, в принципе, Прораза — это та компания, которая давно уже собаку и не одну съела вот на таких вот вещах. Поэтому уж кто-кто, они-то что-то там умеют, что-то там могут. Так, угу. Дайте-ка я вот так вот, наверное, с крышки сниму. Ой, блин! Ну ты... Блин. Много, конечно. Ну ладно, что. Классно пахнет. Так, а дай-ка я вот так вот даже. Ну и сохнуть будет соответствующе. Никуда не денется, высохнет. Не знаю, как я много сотен видео назад воспринял вот этот Azure Lime от Прораза. Я могу сказать, как я его сейчас чувствую. Запах, ребята, просто бомбически шикарный. Это фруктово-растительное, звенящая, игривая, спортивно-привлекательная такая, понимаете, вот если вот смотреть на женщину, и вы видите, допустим, вот там вот вид сзади, да, тонкая талия, широкие бедра, и вот этот хвостик, и вот она просто в купальнике бежит, хвостик развивается, а вся фигура вот в такт ее шагам или бегу, она просто, знаете, как вот заряжена энергией, и у тебя там у самого уже все поднимается, ну, в смысле, в душе, и ты бежишь, и хочется бежать, и просто вот не что-то там пошло такое заигрывающее, а просто ты заражаешься этой энергией. И вот если ты подбегаешь и чувствуешь этот запах, вот это примерно то, что я хотел описать. А потом тебя в шок долбанет. В шок долбанет, потому что она уже прибежит туда, куда она бежала, и случайно просто совершенно так боком повернется, и ты увидишь ту самую чудесную, прекрасную фигуру, которую ты всегда любил, знал ты об этом или нет, но она тебе всегда нравилась. Это не что-то ровно треугольное, а такое слегка выгнутое вперед, подавшееся куда-то навстречу движению, с небольшими округлостями, там, может быть, второго размера там, или третьего. И вот это вот все, вот она стоит и пьет какой-то коктейль там, или молочный, или еще какой-то, и ты чувствуешь запах солнца, запах песка, запах воды, запах ее загара, и запах ее, и блеск в ее глазах. Ну вот ты что тогда ощущаешь? Ты так, ну ладно, так завтра зайду, да? Нет, я думаю, что не так. Думаю, что по-другому. И вот мячик волейбольный почему-то здесь же, вот игра в волейбол, там, а ты на турничок сразу так и так приобрел, это же вот трешечка, бицепс, грудка, вот все так. Ты и не думал об этом, но ты уже почему-то так делаешь. Как? Что внутри в тебе такое зашевелилось? А вот хз. А вот зашевелилось. Вот такой какой-то запах. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо. Прям шикарный, шикарный запах. Молодцы, молодцы. Ненавязчивый. Вот такой спортивно-игривый какой-то, солнечный, пляжно-волейбольный. Ну вот как только что я вот рассказал. Вот это хорошая, хорошая штука. Прям реально хорошая. Ну по ценнику он такой же, как и все Прораза. То есть не больше, не меньше. Что он там за эту фунфырик, по-моему, 15 евро, да? Ну что-то типа этого. У нас в России
ну, где-то вот сейчас что-то есть, в районе 1400-1500. Ну, подороже на общем фоне, чем нежели другие, ну и подешевле, чем нежели другие тоже. То есть как? Ну, он стоит столько, сколько стоит, тут уже сами решаете. Брать в России, за рубежом, но если вдруг вы возьмете, ребята, это, ну он не высох еще, но не могу сказать, я 3 ведра вылил на него. Денис, добрая душа, там он налил тазик такой, а я вот мозга палата. Ух, неправильно. Ладно, подождем, сейчас высохнет. Мыло ли? Ребята, каждый раз, когда я сталкиваюсь с этой конторой, с этой компанией испанской, я каждый раз удивляюсь. И немногие из нас там как-то, знаете, на ней акцентируют внимание, потому что, ну, стоит у нее там все, ну, буквально гроши, копейки. Покажите мне хоть что-то такое, отлить, что стоило бы как космолет, как крыло от Боинга. Нет. И это мыло за 100 грамм, ну что оно там, 6, да, евро или сколько оно стоит. Ну, то есть немного, ну, совершенно разумные деньги. И как-то я воспринимал все время Ли по автошейву, по стикам, по мылу, ну и, собственно, все. А потом, когда ты с удивлением узнаешь, что это офигеть какая корпорация, что она работает с 1823 года и как бы в ус не дует, потому что они уже там и Крым, и Рым прошли. И они делают не только для мужиков несколько веток, но они еще делают для девчонок, для детей и для кого-то там еще. Ну, короче, это ого-го, какая большая компания. Молодцы. Реально просто молодцы. Их ароматика мне нравилась всегда. И вот сегодняшнее бритье просто вот лишний раз тому подтверждение. Я очень люблю их автошейвы. Чуть меньше, чем Лотоху, но все равно люблю. Люблю, потому что вот они звонкие такие вот, недалеко от прораза ушли. Там тоже девчонки в бикини, что-то вот такое есть. Классно. Что касается по самому мылу, экономичное, да. Пенообразование по скольжению самого инструмента, да вроде все на месте. Ну то есть вот по ТТХ меня это мыло не возбудило бы никак совершенно, потому что оно одно из многих. А вот по запаху оно кайфовое. Несмотря на то, что там указано сандал, и ты рассчитываешь на какую-то такую мощную, такую, ну, хоть и не очень темную, но все-таки коричневую ноту сандала, и думаешь, что да, вот там вдруг настанет такой момент, что тебя пригрузит, и ты так... Нет, ребята, там все сбалансировано, все вкусно. Во время бритья это все чуть-чуть еще разбавляется, ты этот сандал вообще перестаешь чувствовать, и этот сандал будет тебя радовать только в одном единственном случае. До бритья, когда ты понюхаешь, и после бритья, когда ты оставишь это мыло сохнуть в ванной комнате. Молодцы, просто молодцы. Ну что, ну рекомендую, ну умеют люди. Ну, да вы сами наверняка не раз уже пробовали это мыло, и шикарная штука, реально шикарная штука. Помазок. Симож 820. Вот эту вот игру Симожей по поводу 820, 620, я, честно сказать, не совсем понимаю. Разница между ними чуть-чуть, практически рядом с евро. 1 евро и физически 5 миллиметров. Для Пуркуа это нужно. Если, допустим, с коммерческой точки зрения короче на 5 миллиметров и дешевле на 1 евро, я как бы могу понять, то с практической точки зрения, ну какой взрослый, сформировавшийся индивид будет грузить себя такой херней, извиняюсь за выражение, взять мне на 5 миллиметров короче или на 5 миллиметров длиннее. Да любой взрослый мужик скажет, а мне длиннее подавай, и правильно сделает. Потому что, ну, 22 миллиметра, ребята. Ну, хотя, с другой стороны, тут 45 или 50, какая нафиг разница, все равно будет одно и то же. Вот для чего это? Ну, была бы разница в сантиметр, ну ладно. Ну, как-то да. Сантиметр, если, допустим, при диаметре 22, он бы тут, такой бы же скач добавил, и это было бы ощутимо. Но 5 миллиметров на что влияет? С моей колокольни ни на чем. Вообще ни на что. Но, тем не менее, они делают, они профессионалы, на что-то они рассчитывали. Просто я не вдуплил, в чем тут собака порылась. Но, тем не менее, сегодня у нас, как-то, знаете, получается предметы для новичков. Вот сегодня практически все я могу им посоветовать, помазок в том числе. Если вы хотите какой-то массирующий, работающий практически во всех режимах кабанчик, не задорого относительно, там, ну в пределах там 11, 12, 13, 14 евро, Симож 820 один из претендентов. Ну 620 там, кто покороче любит. Кто любит. Ребята, ну классная штука, в руке сидит, зашибись. Ручка нарядная, мазевая, как говорят в Тюмени. Ну, то есть, ну, вообще просто, ну, баский вариант. Просто реально. Вот пошел, взял и пользуешься.
Молодцы, просто молодцы, хорошая обалденная штука, хоть в дорогу, хоть на полку, и глаз будет радовать, и лицо, и все на месте, все прием, как говорится. Лезвие. Лезвие сегодня подтвердили себя полностью. Ген, еще раз огромное тебе спасибо, потому что, ну, хоть китайцы вот и смалевали свою версию, но лезвие вполне себе достойное. И в станке оно сегодня отыграло именно так, как я рассчитывал. То есть, ого как. Станок V-Long 10000 R. 10 тысяч R. Ребят, ну, для станка стоимостью от 8 до 12 евро, долларов, ну, это вполне себе годное изделие. Это один из вариантов, которые можно посоветовать практически любому новичку, потому что он брить будет достаточно предсказуемо. Все, что нужно напомнить новичку, когда он будет покупать этот станок, это чтобы он просто взял острые и средние острые лезвия. Интересно, как это будет брить на мягких, типа RPL или зеленая Астра. Но это когда-нибудь потом мы с вами, может быть, попробуем. Но мне почему-то кажется, что сюда мягкие. Ну, попробовать можно. Можно. Видите, среднеагрессивные станки и мягкие станки, они еще чем хороши, что там, вернее, мягкие станки, там большая палитра лезвий отыгрывает. Тут надо с мягким лезвием посмотреть. Сам же по себе станок полностью себе зарекомендовал как рабочее изделие. Да, он... Ну, я бы его назвал агрессивнее, чем EZ34, но не таким агрессивным, как 89-я голова. Нечто посередине. Ну, по крайней мере, с этим лезвием я его так воспринял. Первые два прохода спокойно брился от гарды и в ус не дул. Но только на третьем он вынудил меня выйти на открышки бритье. То есть брился уже от крышки, иначе он там не цеплял нифига. Ну а до конца не пробрил точно так же, как и 234. Тот вечно у меня вот эти вот места оставляет, где-то там, что-то там. Ну точно так же оставил этот. Немного. Лицом никто не увидит. Ну с глазом никто не увидит. Это я знаю. Кроме меня больше никто не узнает. И даже любимая, пожалуй, не узнает. Но если там вот так только не шаркануться. Так что вполне себе нормальный, хороший станок. Дим Дротов, огромное тебе спасибо, что все это подогнал. Чаша. Ну, правильно сделал, что ее зарубил. Ну, вот по эстетике вроде бы как можно и 5 поставить. По функционалу, ну да, ну тоже как-то там, ну что-то там. А вот когда начинаешь работать, ну ни уму, ни сердцу. Ну то есть да, чаша. Ну вот эту ручку можно было бы сделать поуже, потому что она меньше бы колтыхалась, но тогда, если человек с более крупной кистью, чем у меня, ему будет не очень камильфо. Поэтому вот и не стали здесь ничего не делать. Вот эти вот насечки, попурышки, которые внутри якобы для сбивания, ну да, конечно, это, ну, по большому счету они и нафиг не нужны, и так будет сбиваться. Но здесь их поставили, и что по факту мы получаем? Толбетку, если сюда покладем, она ее не будет удерживать. Ну, сбивать, да, помогает. Ну и такая вот средненькая, маленькая, ну, то ли это, о чем мечтают многие мужчины. Но я решил, что нет, это не то. Ну и носик вот этот, несмотря на то, что часть по мазков он удерживает, часть по мазков нет, но вот этот кант, который здесь, ну, он тоже, на мой взгляд, ни к селу, ни к городу. Если, допустим, делать по уму, то эту полочку, да, можно оставить, но вот этот кант я бы стал убирать, потому что он как подножка. Вот идет, бам, подножка, вот так вот. А не будь его, то помазок бы просто лежал. Вот это, пожалуй, было бы, наверное, все-таки выходом. Но ни капли не жалею, что мы с Дмитрием пересмотрели все и выпустили те чаши, которые выпустили, которые завтра на стриме вы все сможете увидеть. Но эта чаша тоже пойдет на стрим, только уже на другой. И кто-то, если захочет, сможет ее вполне себе забрать и проверить все мои слова, которые я только что сказал сам на своей шкуре. Как, впрочем, и станок, и мыло. Остальное не отдам. Остальное самому надо. Вы что? Такое, ого-го, помазочек, лезвие. Ну, а пробник бальзама от Дениса, ну, ребят, ну, что, слать его куда-то, ну, не дай боже. Хотя, с другой стороны, а что нет-то, можно и выслать, если кому-то будет интересно. Все. Завтра будет стрим, на котором вы сможете посмотреть 4 приза, все с чашами. И первые 2 прикольные. То есть там те экспериментальные, которые в будущем будут от канала. И 3-й, 4-й прикольные тоже. 3-й прикольный тем, что ну вы больше такой нигде не найдете. И делался по спецзаказу. А 4-й прикольный тем, что это все-таки роговая чаша от Мюлля. Поэтому там, я думаю, что будут учтены многие интересы. И если вдруг кому-то что-то попадет, ну, ребят, я буду только рад. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья.
пускай всегда все будет хорошо. Ну и про учителей в прошлом видео говорил. Где бы мне найти учителя, который научил бы меня правильно делать видео 15-минутное? Но пока такого не нашел. Пока вот видите то, что вот есть. Ну ладно, может что еще и сложится. Все, пока-пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал.